Дергайся давай, ты чё? Нормалек. Нет, тут походу холостая. А, нет, что-то есть. Раз. Ага. Ну что, надеюсь, я заинтриговал вас этим видео. Особенно надеюсь, что оно понравилось любителям рыбалки. Я сам до сих пор нахожусь в шоке от этого механизма. Я думаю, большинство рыбаков меня поймут и уже, наверное, поняли, что это такое и для чего нужно данное приспособление. Это автоматический самоподсекатель для удочек, который позволяет подсечь рыбу в момент ее подклевки. Рыбаки меня поймут, что когда рыбачишь на фидерную снасть, поклевка обычно происходит, когда ты находишься далеко от удочки. И пока ты добежишь до нее, теряя тапки, рыба успевает выплюнуть наживку, и поклевка остается нереализованной. Здесь же срабатывает автоматический механизм, позволяющий подсечь рыбу и удерживать ее до прихода рыбака, не давая запутать снасть или спрятаться за какой-нибудь корягой. Я уже неоднократно испытал его перед тем, как поделиться с вами. Это реально рабочий механизм, но придумал его не я. Я лишь задолбавшись бегать за удочками, открыл интернет, собрал всю информацию по похожим самоделкам, выбрал самую эффективную, на мой взгляд, и реализовал ее в своем исполнении. Особенно мне понравилось видео на ютубе Виктора Моргунова, где он в подробностях рассказывает о создании данного подсекателя. Огромное спасибо Виктору за его идею. Ссылочку на его канал я оставлю в описании под видео. Ну а теперь приступим к созданию нашего подсекателя. За основу были взяты два отрезка металлической профильной трубы 20 на 20 толщиной стенок 2 мм, один длиной 45 см, а другой 75 см. В отрезке 45 см нужно просверлить 3 отверстия, 2 отверстия по краям и одно примерно посередине. Во втором отрезке также нужно просверлить отверстия по краям и несколько рядом расположенных отверстий для регулировки натяжения пружины. В каком месте их сверлить, все зависит от самой пружины. Также мне понадобилась парочка очищенных электродов. Для начала нужно изготовить спусковой механизм, как показано на видео. Кончик спускового механизма нужно зашлифовать, чтобы в дальнейшем не было обрывов шнура или лески, смотря что вы используете. Еще нужны две небольшие скобки, одна длиной примерно 1,5 см, а вторая около 6. Длинная скоба должна быть 1,5 см длиннее вот этой вот части спускового механизма. Я сделал ее слишком короткой, и в дальнейшем мне пришлось регулировать спусковой механизм. Дальше в видео вы это увидите и поймете, зачем это нужно. Привариваю обе скобы с одного края короткого отрезка. Спусковой механизм нужно завести под маленькую скобу. Для фиксации спускового механизма я использовал простой гвоздь длиной 140 мм. Обязательно нужно добиться параллельности между гвоздем и основанием. При этом работа спускового механизма будет легче и уверенней. Обрезаю у гвоздя оба конца и зашлифовываю их. Гвоздь по своей длине должен быть чуть больше расстояния между скобами.
так чтобы одним краешком он смог зацепиться за большую скобу, а другим краем за кольцо на спусковом механизме. К одному краю гвоздя нужно приварить небольшой отрезок металлической цепочки, которая в дальнейшем будет удерживать весь механизм во взведенном состоянии. Также советую сделать угол как можно ровнее, чтобы цепочка как можно ближе прилегала к большой скобе. Таким образом, усилие на спусковой механизм будет минимальное, и рыбе будет проще сдернуть курок. Скручиваю обе детали под прямым углом с помощью болта и затягиваю его для того, чтобы натянуть цепочку и приварить ее в нужном месте. Цепочка приварена, механизм взведен, проверяем его работоспособность, предварительно ослабив болт, чтобы обе детали ходили свободно относительно друг друга. Держатель для удочки я сделаю из крепления для пластиковых труб диаметром, подходящим под диаметр удилища, и небольшого отрезка профильной трубы. Можно, конечно, сделать из круглой, но подходящего диаметра у меня не нашлось. Расстояние между ними также определяется размером удилища. Пружину я использовал обыкновенную дверную, которую продают в любом строительном магазине. В моем случае ее длина составляет 30 см. Один конец пружины крепим за отверстие подвижной части, а второй конец крепим к стойке при помощи болта, с помощью которого в дальнейшем можно регулировать усилие подсечки, перемещая его в уже готовых отверстиях. Вот так он выглядит во взведенном состоянии. Проверим, как работает спусковой механизм. На кончик так называемого спускового курка я нацепил термоусадку, чтобы избежать повреждения шнура. Шнур будет заводиться за него. Таким образом, дернув, рыба сможет спустить курок, заставив подсекатель тут же сработать и засечь ее. Для установки в грунт я изготовил вот такой кол, который будет вбиваться при помощи молотка, и к нему будет прикручиваться подсекатель при помощи болта. Вот и все. Вся конструкция готова, и пора на полевые испытания. Для начала вбиваем кол в землю. Прикручиваем подсекатель с помощью болта и затягиваем его, чтобы он не болтался, в направлении заброса кормушки. Взводим весь механизм и фиксируем его. Все, подсекатель готов к бою. После заброса снасти устанавливаем удилище в держателе и натягиваем шнур при помощи катушки. Как только шнур натянулся, рукой накидываем петлю на спусковой курок. Теперь нам остается лишь ждать поклевки. А что происходит во время поклевки, смотрите дальше. Также при помощи болта можно ослабить пружину, таким образом ослабить и момент самой подсечки, чтобы не оторвать рыбе голову. Да и спусковой механизм в этом случае становится намного чувствительней, так как усилие пружины становится меньше. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!